Так. Сейчас будем все проверять, работает, не работает. Нужно ссылочку отправить. Угу. Так. Так. Кого тут еще? Карима вроде позвать хотел. Ну. И в этот Дискорд. Так, здорово, братва. Всех приветствую. Пожалуйста, фидбэк. Сейчас я игру, соответственно, открою. Запущу. Надо будет понимать, что там у нас по звуку. А то в прошлый раз, я помню, говорили, что игра тише меня сильно. Так. You always see a few civilians hanging around the academy waiting to speak to an officer about some problem or other. Вот сейчас я некоторые эти диалоги проиграю. Every time I visit the Citadel, CSEC brings me here for a friendly chat. Нормально? Так, смотрите, что у нас по планам. Нужно в том баре, на который налет устраивали, в нижних этих, ну, на нижнем уровне цитадели, вот, нам нужно братку ветерану помочь, обязательно. Так, сейчас. Как это? На этом стриме не пропагандируется алкогольная продукция. Хотя ладно, в пизду, пропагандируется. Будем, ребята, будем. Карасик, братик, здорово. Ой, вкусненько так. Только очень кисло. Ну, в принципе, манговое тоже кислое было. Но вкусно. Более чем. Так, соответственно, тут лифт вызвать. Погнали в этот бар. Я надеюсь, что этот квест не запоролся, его все еще можно выполнить. So how about it, Garrus? Is this better than CSEC? Fighting a rogue specter with countless lives at stake and no regulations to get in the way? I'd say that beats CSEC. There may just be hope for you yet, Turian.
Спасибо, Карасик, спасибо. Мы, в общем, нашей мужской компанией отправляемся в бар защищать честь ветерана, которого хотела подставить местная шлендра. Мы такого не допустим. По крайней мере, постараемся не допустить. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a diplomatic solution. Опа, приехали. Так. Хотя стоп, а это вроде где-то здесь же находится. Хотя ладно, это просто местное этот такси возьмем, чтобы сразу к месту доехать. Поехали. А, да, сейчас будет краткий экскурс. Краткий экскурс для, соответственно, Карасика. Что у нас тут вообще происходит. Так, соответственно, Карасик, смотри. Так, прям краткий экскурс в сюжет Mass Effect. Mass Effect. На Марсе человечество раскопало протеанские технологии, которые очень сильно продвинули прогресс технологический, соответственно, Земли, населения Земли. И поэтому Земля очень резко вступила в контакт с различными другими расами. И, соответственно, стала постепенно, со временем вошла в Альянс. Ну и потом, соответственно, Альянс Цитадели. То есть стала расой, с которой считаются остальные расы, типа соларианцев, азари, там, турианцев и других. Вот, поэтому сейчас у нас человечество — это такая прям очень стремительно развивающаяся раса, которая, в принципе, очень, так сказать, широкими шагами продвигается в прогрессе, что не нравится другим расам. Они считают, что земляне — это такие выскочки, вот, которые очень жадные, которым никогда недостаточно того, что они имеют, вот. Поэтому к ним в основном другие расы относятся не очень хорошо. Есть, конечно, исключения, там вот такие ребята большие, но они, в принципе, ко всем хорошо относятся, ну и к землянам тоже. Вот. Сейчас у нас, соответственно, конфликт. Конфликт, в принципе, легко объясняемый. У каждой расы в Альянсе есть представители, и эти представители — это спектры. Спектры — это специальные агенты Цитадели, которые имеют, так сказать, ну, бескомпромиссные полномочия выполнять те или иные задания, вот, не особо считаясь законами Цитадели, а это как бы очень серьезный момент, потому что, ну, законы у Цитадели суровые, а эти ребята могут по сути, творить беззаконие, если это необходимо для выполнения их задания, которые им поставила сама же Цитадель. То есть это некоторые такие секретные специальные агенты Альянса Цитадели.
И вот, соответственно, всех рас есть представители спектров, а спектр человека нету. И в итоге пришел спектр турианец и хотел сделать Шепарда, землянина, номинировать его на спектра. Вот. Соответственно, а там в миссии, в задании на Eden Prime все пошло по заднице. И, соответственно, Шепарда, ну, турианец, который хотел номинировать Шепарда на спектра, его там убили на задании. И маяк, ради которого проводилось все это задание, был уничтожен. Вот. И поэтому были очень серьезные проблемы с тем, чтобы вот номинировать Шепарда на спектра. Вот они не верили в то, что другой турианец, который убил турианца, который должен был назначить Шепарда спектром, он как бы предатель, потому что он спектр. А спектры вот из-за того, как их высоко ценят и какие у них полномочия, спектр очень легко в чем-то обвинить. Вот, в этом проблема. Но в итоге мы нашли доказательства, доказали, что тот турианец, который грохнул другого турианца, который должен был нас назначить, говнюк, в итоге он теперь больше не спектр, с него сняты все полномочия, мы его ищем, мы должны его набутылить. Шепарда сделали спектром, у меня теперь полномочия, как у любого полноценного спектра. Вот, в целом это краткий экскурс в то, что у нас было на прошлом стриме. Да. Если что-то непонятно, говори, я более подробно объясню. Я старался. Да, братан, человечества по факту всегда мало. Мы и сейчас из нашей матушки Земли все, что только можно, высасываем. А ведь ресурсы-то они, ну, не бесконечные. К сожалению, далеко не все. Так и получается. Ну, соответственно, сейчас у нас что? Мы, когда только прибыли на цитадель, получили задание от местной, так сказать, представительницы древнейшей профессии. Там ее достает какой-то ветеран, она говорит генерал. Вот, что всякие плохие вещи про нее говорит. Ну, типа, надо его разубедить, в общем. Ну, мы, разумеется, принимаем сторону. Ну, я не знаю, можно ли будет принять сторону в этом квесте. Если можно будет, мы будем спасать ветерана. Потому что ветераны — это люди уважаемые. А какие-то там вот эти вот всякие куртизанки, знаете, за вот эти всякие вот эти половые отношения, вот это вот нас не интересует. Мы как бы братишку будем спасать, поэтому вот. Работаем в этом ключе, идем вот в этот бар. Он, по идее, должен быть там. Опа. Угу. Нормально. А, вот этот генерал, ребята. Commander, what do you want? What's bothering you, General? I've seen a lot of horrible things in my days, and there's only one woman in this damn galaxy that helps me forget it. This is pathetic. What could a woman do to put you in this state? 'Cause she rejected me. Me! Septimus Oraka, General of the Turian Fleet. Ага, смотрите, короче. Получается, вот этот товарищ вот к ней ходил все это время, видимо, предложил ей отношения, она, соответственно, отказалась, и теперь он из-за этого злится и всякие слухи о ней распускает. Но он как бы генерал, ветеран и все дела. Вопрос. Кто прав? А кто не очень?
другой стороны, как бы он, ну, уважаемый товарищ, с другой стороны, в этой ситуации, на мой взгляд, он не особо прав. О, Ханя, здорово, приветствую. Но я вот тоже считаю, что не по-генеральски он себя повел. Но я тоже считаю, что некрасиво, так что спросим у него, стоило это вообще или нет. Is she really worth it? There must be other women. It's not just any woman I want. It's her, and her alone. Look, kid, I appreciate what you're trying to do, but don't waste your time. Да давай, братан, типа, я не знаю, возьми себя в руки. General, did you ever win a battle by moping in a bar? Ha, war. That's what this feels like, all right. How did I let it come to this? So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? It damn well couldn't hurt. Huh. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort. Even if she won't have me back. Правильно. This is no place for someone of your stature, General. All right, I'll go to her. After I've had a cold shower or two. Say, you're a bright kid. Would you be interested in earning a few extra credits? What do you want me to do? There's an L-Corps diplomat out there who believes Shaira gave up his secrets. Why's that? Because I told him. Карим, Look, приветствую. I just need you to convince him of the truth. What makes you think he'll believe me? You'll bring him proof. Take this data pad. It shows where I got my info. It will exonerate Shaira and convince the L-Corps. Who am I taking it to, and where is he? His name is Zaltan. He's an L-Corps diplomat. He's over in the embassies complaining about Shaira. Well, here's to soldiers acting like soldiers. Thanks, Commander. You know, По факту, you брат. might make a good general yourself one day. Ну все. Братанчик понял, что он зря, так сказать, нюни распускал. Все закончилось замечательно. Ага. Нормально. Всех приветствую, ребят, кто подошел, всех приветствую. Так, я не понял. А, мы не туда идем. Как выйти отсюда? Так, ну теперь нам надо в этот, в посольство. Погнали. Для военных преступлений в Mass Effect всегда есть время для военных преступлений. Это уже классика.
Так, теперь нам нужно этого элькорского дипломата найти. Учитывая, что элькорские ребята, они в целом дружелюбные, я не думаю, что с ним должны быть проблемы. Вот, по-моему, это он, кстати. Strange greeting, human. This is really not a good time. I know who revealed your secret. It was a Turian named Septimus. Unbelieving, I know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. Here, this should be proof enough for you. Confused. This is difficult to fathom. If the Turian could learn this on his own, dismayed, anyone can discover my secret. Septimus is a powerful man, and it wasn't easy for him to find. Relieved. I suppose you are correct, human. Thank you for this information. Startled realization. I must speak with the consort. She will be most displeased with my actions. Anxious request. Please, human, if you will excuse me, I must go now. I'm sure she'll forgive you. It was an honest mistake. Doubtful. Perhaps you are right, human. I can only hope so. Thankful. That was a great thing you did, Commander. Approving. You see, Din, not all humans are as you say. I'm sure the Earth Clan stands to profit from this in some way. Apologetic. Do not listen to my Volus compatriot. It was a good thing you did, regardless of your intentions. Ну, в общем, смотрите, в чем фишка. Получается, что товарищ как бы признал свою вину, в плане генерал. Сказал нам передать вот этому вот элькорскому товарищу, что генерал его секрет разболтал. Чтобы, соответственно, с дамы слетели всякие эти обвинения. Что она там что-нибудь кому-то рассказала. Теперь надо пойти с ней потрещать. В принципе, сейчас мы это узнаем. Да, теперь нужно с ней поговорить. Так, по-моему, она у нас здесь. Yeah, ever since Fist took over, I don't go anywhere. It seems like all the best lounges are being replaced by places like Cora's Den. The embassy lounges in Ну, ультранасилие будет, когда это... Когда мы разберемся со всеми долгами. С квестами. Там аж 3 миссии у нас боевых есть. Еще успеем настреляться. Commander, I recently received a lovely note from Septimus. Thank you for speaking with him. Even the Alcor diplomat has withdrawn his campaign against me. It was my honor to aid you. You are too kind, Commander, but I would not expect you to help me out of the kindness of your heart. I also have one more thing to give you, if you are interested. Так, что мне давать будут? I'd be honored. I offer a gift of words, an affirmation of who you are and who you will become. I see your skin, tough as the scales on any Turian, unyielding, a wall between you and everyone else, but it protects you, makes you strong. That strength is what kept you alive when everyone around you was dying. Не, это не та. You alone survived. Это не та, You will братан. continue to survive. This may be who you are, but it is not С who ней you will только одна become. It постельная only сцена forms the за basis всю for игру. your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. You have quite a gift, Shaira. Thank you.
Not everyone appreciates it as you do. Never underestimate the power of words. Here, Commander. In light of your efforts with the Elcor ambassador, I would like you to have this small trinket. What is it? A small mystery. I have never learned its use or purpose, but I sense it is time for me to pass it on. And now I must ask you to leave. I have done everything I can for you. Remember my words, Commander Shepard. They will give you strength. So long, Commander. I can offer you nothing more at this time. Ну все. Ну все, мы разобрались, я так понимаю, с этим квестом. I see even the humans find the consort irresistible. Hello again. The consort is very pleased with everything that you have done for her. Any chance I can move up on her client list? I did help her out. Yeah, she is grateful for your assistance. However, you have already been rewarded for helping her. The client list is a separate matter, and her schedule is completely booked for the next several months. I think I'm done here. Of course. Come back anytime. Так. Тут порешали. Какие еще квесты? Так, в цитадели у нас есть задание какой-то репортерши. Тут с фанатом каким-то поговорить. Этот товарищ, по-моему, где-то это находится. Да, и все, я вспомнил, где он. Товарищ, который в прошлый раз просил ему автограф дать, видимо, с ним еще надо поговорить, чтобы квест выполнить. Так. Вот он где-то тут был в прошлый раз. Вообще он в прошлый раз там стоял. Я даже хрен знаю, где его теперь искать на самом деле. Я единственное не особо понимаю, о чем с ним разговаривать. Типа я ему дал автограф в прошлый раз.
О чем еще с ним поговорить можно, я не знаю. Так, тут закрыто. Так, это клиника, мне сюда не надо. Хрен знает на самом деле. Я на данный момент не знаю, типа, как туда это... Как его найти, где его искать. Уж в прошлый раз он... Вот я сейчас покажу, где он был в прошлый раз. Если его там нету, то я думаю, что по боевым заданиям пойдем. Ну, потому что, как я его найти должен, типа, цитадель огромная. Я ж не могу знать, где он находится. Hello, Earth Clan. No doubt you've just come back from the colonies. Will you be needing supplies? Show me what you've got. Most excellent. I am sure you will find something pleasing. Мамма мия. Нормально. Ясно. Понятно. Базара нет. Так, а тут его нету нигде? Такой блондин был с бородкой. Человек. Не, походу, нету. Не, на самом деле, ребят, синего секса, скорее всего, не будет, потому что я не буду романтить Лиару. А с этой, как ее... Ну, вот с той, кому мы только что квест сдавали, по-моему, уже не получится, потому что там его, по-моему, генерала убить надо, чтобы с ней переспать, если я правильно помню. Я могу ошибаться, но, по-моему, это так. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix to perform studies with a long-range goal of curing their genetic sterilization. The group later sued for a return of investment money when the study produced no viable results. Мое уважение. Тали лучшая девочка. Так, а может он тут в академии где-то? Он просто не говорил, где его найти. Может он тут в академии где-то тусуется? Тут не написано, где его искать.
Офис репортерши. Ну ладно, этим потом займемся. Ну вообще, квест говорит, что стоило бы поговорить с чувачком, которому мы на прошлом стриме давали автограф. Это был такой блондинчик с бородой, вот там, где мы только что были буквально. Вот, его там на прежнем месте не было, а где его теперь искать, я, если честно, понятия не имею. Поэтому я решил забить и пойти по боевым заданиям. Так, нам сейчас сюда. Так, нет, подожди, нам не сюда, походу. In breaking news, Chairman Burns of the Parliament Subcommittee on Transhuman Studies has been kidnapped by biotic extremists. The biotics commandeered a freighter and were last seen in the Hades Gamma Cluster. No demands have yet been made. Во второй части было две девушки-человека, которых можно романтить. Какую ты имеешь в виду? Миранду или Джек? А, не, мы по адресу. Не, ну, у Миранды есть выдающиеся, ну, скажем так, выдающиеся преимущества, да. Погнали на Феррос, не знаю, там колонию освобождать. Не-не-не-не, у Миранды другое преимущество. Я бы сказал, что у нее крайне неплохой ass. И я бы был не против в этот ass, как говорится, stick my finger. Угу. Stand by, shore party. Decontamination in progress. I heard what happened to Captain Anderson. Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Captain Anderson should be the one in charge. It's like I'm stealing the ship from him. Yeah, the captain got screwed. But it's not like you could have stopped it. Nobody's blaming you. Everyone on this ship's behind you, Commander. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. Так, ну, мы будем с ними честными. This is Commander Shepard speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. I won't lie to you, crew. This mission isn't going to be easy. Но он будет готов к тому, что мы придем, да, это правильно. Our enemy knows we're coming. Wherever he searches for the conduit, we'll be there. We will hunt him to the very ends of the galaxy and bring him down. Humanity needs to do this. Not just for our own sake, but for the sake of every other species in Citadel space. Saren must be stopped, and I promise you all, we will stop him. Well said, Commander. Captain will be proud.
The captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Yes, sir. Все. По факту. Это у нас что? Инфа какая-то, я так понимаю. Да, конечно, я говорю, вот все катсцены, всякие разговоры, очень часто прям до мурашек. В этом прям первый Mass Effect очень хороший. А, да, кстати, я забыл там еще паре своих братков скинуть ссылку на стрим, надо скинуть. Так. Не знаю, может еще походить, поискать это. Всякие эти записи с информацией. За них дают экспу. А вот и экспан. О, Аленка. Коленка. Здорово. Anything you need, Commander? Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. What's your opinion on the last mission? I don't see how we could have done things any better. At least not without getting to Eden Prime sooner. And we were on the scene faster than any other Alliance ship could have been. По факту. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Так, с той стороны еще надо посмотреть. Ну, слушай, это сложный вопрос. Я вообще не уверен, но я думаю, что Эшли, скорее всего. Мне она просто никогда не нравилась. Прям максимально. Yes, Commander? Is there something you need? How well do you know the Lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. I should go. Goodbye, Commander. Так, ну тут нет ничего. Пойти что ли с Джокером побазарить? Я бы Эшли слил.
Ну а так посмотрим по ситуации. Так, у нас тут кто-нибудь еще есть знакомый, не? Так, Джокер, братан, здорово. Commander, something you need? I like to know my crew. Mind if I ask you a few questions? I can see where this is going. You did a background check on me, didn't you? Well, I'll tell you the same thing I told the captain. You want me as your pilot. I'm not good. I'm not even great. I am the best damn helmsman in the Alliance fleet. Top of my class in flight school, I earned that. All those commendations in my file, I earned every single one. Those weren't given to me as charity for my disease. I'm sorry, Joker. I didn't even know you were sick. You mean you didn't know? Oh, crap. Okay, I've got Vrolik syndrome, brittle bone disease. The bones in my legs never develop properly. They're basically hollow, too much force and they'll shatter. Even with crutches and my leg braces, it's hard to get around. One wrong step and crack! It's very dramatic. But I've learned to manage my condition, Commander. Put the Normandy in my hands and I'll make her dance for you. Just don't ask me to get up and dance unless, you know, you like the sound of snapping shin bones. Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus, I love to make little children laugh. I was just thinking how much you remind me of Santa Claus. Look, I didn't pick the name. One of the instructors in flight school used to bug me about never smiling. She started calling me Joker, and it stuck. Why didn't you ever smile? Hey, I worked my ass off in flight school, Commander. The world's not gonna hand you anything if you go around grinning like an idiot. By the end of the year, I was the best pilot in the academy, even better than the instructors, and everybody knew it. They'd all got their asses kicked by the sickly kid with the creaky little legs. One guess who was smiling at graduation? Крутой. Я уже забыл, что у него заболевание было костей. I need to know more about this Vrolik syndrome if I'm putting my ship in your hands. Yeah, of course you do. It's an extremely rare condition. Nobody knows exactly what caused it. Genetic maybe. It's treatable, but there's no cure. База. I classify my case as moderate to severe. I was born with over a dozen fractures, hip, thighs, ankles. My bones were already breaking in the womb. 100 years ago, I wouldn't have survived past my first year. Lucky for me, modern medical science has turned me into a productive member of society. You're not gonna break a bone trying to fly the ship, are you? I don't fly with my feet, Commander, so I'm fine as long as I'm in this chair. I gotta be real careful when I get up to take a piss, though. I can do my job as well as anyone on the ship. Better, actually. So don't worry about it. I'm not trying to make you uncomfortable. Let's talk about something else. Whatever you want, Commander. How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Takes a while to get used to that oversized drive core we got stuffed in the back, and her power can sneak up on you if you're not careful. The Normandy's probably too much ship for your average Alliance pilot, Commander. Lucky for you, I'm anything but average. Базару нет. I have to go. Alright, see ya. Давай, Джокер. Так, а где можно там с стали, там с Гарусом, с ними со всеми побазарить?
Да, и вправду. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? Не, он может ходить, просто у него очень слабые кости. У меня у кореша, у Вована тоже есть похожее заболевание, остеопороз называется. Это когда твои кости очень легко сломать. То есть, условно, если ты подойдешь его слишком сильно обнимешь, например, то у него может спина хрустнуть там и так далее. Да, хрустальный скелет примерно то же самое. What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. Let's see what you've got. You bet, Commander. Так. Ну, я так понимаю, что мне не по карману пока. Так, вот это нужно сразу покупать. Ну да, пока не по карману. О, Гарус! Здорово. Thanks for bringing me on board, Commander. I knew working with the Spectre would be better than life at CSAC. Вот с Гарусом всегда рад базарить. Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. По факту. Being a Spectre does have its advantages. Exactly my point. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. I hope you made the right choice. I'd hate for you to regret it later. Well, that's sort of why I teamed up with you. It's a chance for me to get off the Citadel, see how things are done outside CSEC. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, well, maybe I can get the job done my way for a change. If getting the job done means endangering innocent people, then no. We get the job done right, not fast. Got it? I wasn't trying to... I understand, Commander. Все, по факту. Так, Уильямс. А, ВОК это работает, я забыл. Ага.
тот получше будет. Nice ship you've got, Shepard. What can I do for you? Да, этот, блядь, корабль у меня вообще зачетный. Спасибо. What's your story, Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. You Krogan live for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. I heard about that. You know, they almost did the same to us. It's not the same. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species? I suppose it isn't all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. Sorry, Rex. I wasn't trying to get you upset. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. What can you tell me about the genophage? Ask the Solarians if you want details. They made it. All I know, it makes breeding nearly impossible. Thousands die in stillbirth, and most never get that far. Every Krogan is infected, every one. And no one's rushing to find a cure. Why don't the Krogan try to find a cure? When was the last time you saw a Krogan scientist? You ask a Krogan, would he rather find a cure for the genophage or fight for credits? He'll choose fighting every time. It's just who we are, Shepard. I can't change that. Nobody can. Are your people really dying? We're sure not getting any stronger. We're too spread out. None of us are interested in staying in our own system. Lots of species have left their homes and prospered. But they go to colonize new worlds. We're not settlers. We're warriors. We want to fight. So we leave. Hire ourselves out. And most of us never go back. Все понятно. So long, Rex. Shepard. Нормально так отсыпало экспы. Так, с Эшли еще поговорить. Я вот не помню, как менять персонажей в пати. Commander? Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duty squared away. I wouldn't mind talking more later, though. Люди, пейте воду из Байкала. Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duty squared away. I wouldn't mind talking more later, though. What's your opinion on the last mission? Kinda wish you'd got there sooner, Commander. No offense, I appreciate the rescue. I just wish... You wish we'd been able to save the rest of your unit? Yes, sir. If I had been more alert, we wouldn't have been cut down by an ambush. The Geth are perfect ambushers. They don't move, they don't make noise, they don't even breathe. Sir, they have flashlight heads. I'll make sure it doesn't happen again. What's your opinion on the last mission? Kinda wish you'd got there sooner, Commander. No offense, I appreciate the rescue. I just wish... You
You wish we'd been able to save the rest of your unit? Yes, sir. If I had been more alert, we wouldn't have been cut down by an ambush. The Geth are perfect ambushers. They don't move, they don't make noise, they don't even breathe. Sir, they have flashlight heads. I'll make sure it doesn't happen again. Dismissed, Chief. Sir. Так, а где у нас тут Талли, интересно? Ё-моё. А, вон она. Инженер Адамс. Ля какой. Hey, Commander, you know that Quarian, Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for talent, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Fill me in on the IES stealth systems. How does it work exactly? You can't hide a ship out in space. They emit too much heat and radiation. Too easy for sensors to pick them up, unless you find a way to capture those emissions. So our stealth systems trap the energy we give off in storage sinks built into the ship itself. No emissions to give away our location. Eventually the sinks have to be vented. More than a few hours silent running and they overheat. Cook us inside our own hull. There's no way for anyone to detect us? A visual scan can still pick us up. Anyone looking out a window can see us plain as day. But you have to be pretty close to get an actual visual out in space. Most vessels rely on scanners. As long as the stealth systems are engaged, they can't see us. Not unless we accelerate to FTL speeds. Why doesn't it work with faster than light travel? Cranking up the FTL blue shifts our emissions, pushes them into frequencies too high to capture in the sinks. As soon as we make the jump, it's like setting off a flare. Sensors can pick up our location whenever we enter or exit FTL flight, but for short-range missions, our stealth systems are amazing, and we've got the only one. По факту классно. Where else have you served, Adams? If you name a class of Alliance ship, I've probably served on it. Everything from dreadnoughts and carriers right down to frigates like the Normandy. My last assignment was on the Tokyo, only a cruiser, but she was a good ship. Couldn't hold a candle to the Normandy, though. Прикольно. I want to know more about the Normandy. She's the best ship I've ever served on. Probably the fastest vessel ever designed. And she's the only one using the new Tantalus drive core. What's so special about the Tantalus drive core? Proportionally, it's about twice the size of any other vessel. Not only are we faster, but we can run at FTL speeds longer before we have to discharge the core. Круто. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Так. Таля. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. You know, my ship's amazing, but that's not the only part of me that's amazing. Mind if I show you? I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can.
Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Geth. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine, and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. Tell me about your people. Our lives aren't easy. Resources are scarce, and we are constantly on the move. Everything we do must in some way contribute to the continuation of the migrant fleet. There are 17 million Quarians in the flotilla, and each of us relies on the others for survival. The bonds among my people are strong. Unfortunately, we have had to surrender many of the freedoms and civil liberties other species take for granted. Например? What kind of freedoms? Well, it's illegal for parents to have more than one child. If our population grows too much, it would strain our resources to their breaking point. Of course, we also can't allow our numbers to become too few. If our population is in decline, the rule against single births is temporarily repealed. In extreme cases of population decline, incentives are even offered to encourage multiple births, though the Conclave hasn't had to take such measures in nearly a century. That's your government. The Conclave is our civilian branch of government. Each ship can elect a representative to serve on the Conclave and make decisions that affect the fleet as a whole. On matters that affect an individual ship, however, the captain has the final say. It's a tradition that dates back to the early days, when the fleet was governed by martial law. Fortunately, most captains nowadays are smart enough to have an elected council from their crew to give them advice and guidance. So the ultimate power rests with elected officials. In practice, the Conclave and the respective council for each ship tend to set the rules that govern our daily lives. But in theory, we are still under military jurisdiction. The 5 top-ranking military officials in the fleet serve on the Admiralty Board. These 5 have the power to overrule any decision by the Conclave in case of emergency. To do so requires unanimous agreement among the Admiralty, and they can only do this once. After that, the entire board must resign their posts. It's a safeguard that served us well. In nearly 3 centuries, the Admiralty Board has only overruled the Conclave 4 times. I want to know more about the Geth. I doubt I can tell you anything you don't already know. It's been almost 3 centuries since they drove my people into exile. All I know is the story of their origins, what they were when we created them, and how they turned on us. Interesting. The Geth were originally created to serve as an automated manual labor force. Initially, their intelligence was as limited as any VI. Over time, we made small modifications to their programming to allow them to perform more varied and complex tasks, bringing them closer and closer to true AI status. How come the Council didn't step in and stop you? This wasn't true AI research. We may have been skirting the bounds of the law, but we never did anything that was actually illegal. The changes were so insignificant, so gradual, that we were able to control them. Or so we thought. But one thing we underestimated was the power of the neural network. A million Geth thinking simultaneously created an inherently unstable matrix. So, the Geth share brain power? Many of the Geth's logic systems were designed to work in concert with other nearby Geth. Basically, the more of them you have in a group, the smarter they are. So there's some sort of group consciousness? No, nothing like that. They cannot share sensory data or information. Their programming cannot handle that much simultaneous input.
Each Geth maintains an individual awareness and identity. The neural network only operates on a process-based level. It's basically the synthetic equivalent of a subconscious. But when they're in close proximity, they can coordinate low-level functional processes, freeing up more capacity for original or independent thought. That doesn't make any sense. I'm probably oversimplifying. The Geth are incredibly advanced and complex creations. All you need to know is that they get smarter when they gather in large numbers. As we built more and more Geth, their effective intelligence became more sophisticated, more abstract. One day, a Geth began to ask its Quarian overseer questions about the nature of its existence. Am I alive? Why am I here? What is my purpose? As you can imagine, this caused a near panic among my people. I don't see what's so bad about those questions. The Geth were created to engage in mundane, repetitive, or dangerous manual labor. That's fine for machines, but it won't satisfy a sentient being for long. The Geth were showing signs of rudimentary self-awareness and independent thought. If the Geth were intelligent, then we were essentially using them as slaves. It was inevitable the newly sentient Geth would rebel against their situation. We knew they would rise up against us, so we acted first. A general order went out across all Quarian-controlled systems to permanently deactivate all Geth. The Geth responded to this order violently. You can't blame them for fighting for their survival. We had no other choice. The Geth were already on the verge of revolution. By acting quickly, we had a chance to end the war before it began. The hope was that most of the Geth would still be little more than machines, incapable of organized resistance. But they had progressed much further than anyone anticipated. The war was long and bloody. Millions upon millions of Quarians died at their hands. In the end, we were forced to flee our own homeworld. We feared the Geth would pursue us, but they never came beyond the veil. Now we drift through space, exile searching for a way to reclaim what was once ours. It's hard to feel sorry for you. Your ancestors tried to wipe out another species. We made a mistake when we created the Geth in the first place, but we did not make a mistake when we went to war against them. If we had not acted, they would have wiped us out. They're a synthetic life form. They have no use for organics. None. Why do you think they cut themselves off from the rest of the galaxy? Why do you think they've killed every organic being who's ever tried to contact them? I didn't mean to offend you. I'm sorry. I didn't mean to get so worked up. Most Quarians tend to have pretty strong opinions about the Geth. I want to know more about the pilgrimage. When my people reach maturity, we leave our birth ships and seek acceptance with a new crew. It's necessary to maintain genetic diversity among the fleet. But no ship wants to accept someone who will be a burden on them. So, to prove our worth, we embark on a pilgrimage. We set out alone, leaving the flotilla and our families behind us. We only return once we have found something of value we can bring back to the fleet. This is presented as a gift to the captain of the respective ship we wish to join. If the gift is accepted, we are welcomed into the crew. Can a captain choose to reject the gift? That doesn't happen often. Most captains are eager to increase the size of their crew. It increases their own standing in our society. Even when a gift is not particularly valuable, the captain usually accepts it out of a sense of tradition. However, there is a stigma to presenting a substandard gift. It's not the best way to make a good impression on a new community. Most pilgrims don't return until they find something worthwhile. I can't believe they just send you off alone. It's not like they just cast us out. Before we leave, we are given lessons in how to survive outside the flotilla, and given gifts to help us on our journey. We also receive implants to fight off sickness and disease.
Generations of living in an isolated and highly controlled environment have left our immune systems weaker than most. By the time we leave the fleet, we are well equipped for the pilgrimage. This is a rite of passage for all Quarians. If it were dangerous, our numbers would suffer. Virtually every pilgrimage ends with a triumphant return and the ritual presentation of the gift to one of the fleet's captains. I want to talk about something else. Like what? Какие тесты, брат? Что за тесты? I should go. See you later. Тесты нейронки? Так. Подожди, там еще что-то было. Опа, 14 XP. Сюда. Так. Где я там могу военные преступления посовершать? Как мне выбрать, куда полететь? А, вот как. Так, подожди, а у меня что, нет никаких координат других, что ли? А, вот. Так, ну смотрите. У нас есть какие варианты? Соответственно, к нашей синенькой Лиаре полететь. Потому что у нее есть нужная информация. Полететь в Наверию, узнать, что там гетам надо, или на Ферос защищать их от гетов, соответственно. Вот, у нас 3 варианта. Либо мы можем пойти по сайдам. У нас там какие-то сайды есть. Ну, хрен знает, на самом деле. Любая информация важна будет. Так, Хейдес Гамма Кластер.
Ну, короче, выбирайте. Мы можем просто пойти по сайдам покачаться, либо по сюжетке пойти. По сайдам вот в Argus Row можно и сюда. Погнали по сайдам тогда. Погнали сюда. Я не знаю, куда нам надо. На какую именно планету надо? Так, Хейдес Гамма Кластер. Фарината. Фарината какая-то. Это где? Это, походу, не здесь. Да, нам в Фаринату надо. Он показывает. Показывает, что там что-то есть. Так. Ну, у меня все стандартно. Две снайпы сразу. По кайфу. Kill the hostage! Take cover! You must die! I will destroy you! You must die! I will destroy you! Ой, боже, тут биотиков просто... I will destroy you! Take him down!
уж встретили, блин. Я понял. Походу тут поставился надо. Intruders! Kill the hostage! We need to hurry. They're gonna kill us! Now. I will destroy you! I will destroy you! You must die! I will destroy you! You must die! Что-то мне кажется, что я зря сюда пришел, на самом деле. Типа, мы буквально заходим, типа, они сразу нас находят и идут к нам буквально в упор. А у них там одни биотики, типа, нам нечего с ними делать. Нас разматывают за пару секунд. Мне кажется, что это плохая идея. Пошли сюда попробуем. Куда надо-то в гидре? Это да. Музыка такая чуловая. Система Гидра в Аргос Ро. На какой планете? Message coming in. Patching it through. General distress call. The Sacred Angel Medical Transport. Critical system failure. Losing power. An emergency landing. Cargo.
Communications failing. Life support and emergency transponder. Won't last. Please hurry. Надо помочь. Погнали, что, попробуем. Ох, эти покатушки, конечно. Ну а дальше, я так понимаю, нельзя. Нам You need to turn back, Commander. You're going beyond the range of the operational area. Что с той штукой делать? Ну типа вот труп здесь. Как вылезти с тачки, типа? А, во. Турианская инсигния. Текст невозможно расшифровать. Угу. Ну все получается.
Ну это вроде все, что здесь было. Так, нам прямо получается. Да, эти покатушки, конечно, жесть полная. Там ребята внутри, наверное, вообще кайфуют. Чисто вот так вот, как в том видосе. И все, пиво разлили. Так, редкий минерал получен. 200 денег. Нормально. 200 кредитов получается. Looks like the signal's coming from that wreckage. Careful, Commander. I've got a bad feeling about this. Cap, it's a trap. Так, чинимся. Геты. Ложный сигнал отправили. Ну так вот. В принципе, я не знаю, есть смысл сюда тащиться? А что это вообще? Ну, дебри, типа, и что теперь? Давайте попробуем туда.
Здорово, здорово. Ух, Матерь Господня. Чтобы вы понимали, этим дерьмом управлять почти нереально вообще. О боже. В смысле? А, то есть, типа, я слишком плохо в электронике, что ли? You lead, I'll follow. Так, народ, нужна хелпа. А можно как-то попросить, типа, наших... Можно как-то попросить наших ребят, типа, чтобы они вот этим занялись или нет? А у меня у меня автолевелап стоит. Его можно выключить как-то? Как открыть электронику вообще? У него она закрытая, у Тали надо открыть, наверное. Так. Не знаю, может, это в настройках можно поменять. А, во, это можно отключить. Все, теперь сможем прокачать электронику.
Американский агент. Угу. Ну, винтовки у него, да. Так, я выучил вообще какие-то активные скиллы, нет? По-моему, нет. Вот я только оверкилл какой-то выучил. А как народ, кто-нибудь знает, как эти хоткеи делать здесь? Here. Да. Так, ну это мы выполнили. Что там по эквипу-то? Ну, по-моему, ничего лучше нет, чем у меня, конечно. Ну да. Так, куда теперь можно пойти? Так, ну это коллектаблсы. Найдем, что-нибудь получим, не найдем, ничего не получим. Логично. Так, это у нас... Короче, в Хейдес Гамма еще там где-то что-то есть. Смотрите, народ, если там, короче, бионики, ну там практически все бионики. К сожалению, не бионикла. Не-не, бионики. Ну, которые используют эти всякие био-штуки. Контроль там и так далее. Так, здесь у нас есть минералы.
Короче, вопрос, против биоников кто нужен? Кого в идеале против биоников надо брать? Типа ребят, у которых у самих биотические силы на высоком уровне или как? Ну так получается. Еще раз попробуем, но я не думаю, что получится, конечно. Так. Так, еще остались. Go, go, go! Так, эту штуку уничтожили. Just a scratch. Так, этого коленку подняли. Что теперь-то? А что сделать-то надо? Этих, как его, заложников освободить или что? Так, ясно, decryption нема. See how it is? You write letters and everyone ignores you. Force is the only thing people appreciate. So how about if I kill Chairman Burns and finish this charade? Please, I was trying to help you people. Let's not do anything we're all going to regret. Why not? What have we got to lose? Since the chairman here decided that we didn't get reparations, we've got nothing left to live for. But I've changed my mind. Seeing you all, it's clear that you all deserve... You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. I'm giving you a choice. Put down your weapons and surrender. As if we trust the Alliance after what it did to us. Get them! Go, go, go! Flush go, shields. Go, go! I will destroy you! Ну охренеть. Они просто законтролили и все, даже с ребятами биотиками, вообще жесть. Охренеть, блин.
Intruders! Kill the hostage! I will destroy you! I will destroy you! О боже. I will destroy I'm on you! Да, You must die! да I иди will встать-то. destroy you! You must Да die! I will нет, destroy они даже you! не дают мне вообще ничего сделать. Абсолютно. Там коленку вообще за 2 секунды сбривают. Хрен знает, может просто эту штуку подорвать сначала попробовать. Kill the hostage! I will destroy you! I will destroy you! I will destroy you! Нифига себе, Рекс. Хорош, братан. You must die! I will destroy you! Жесть, конечно. Мне вот печалит, что у меня гранат нет, конечно. Там на самом деле можно бомбу отключить. Если достаточный уровень дешифровки. Но у меня уровень дешифровки недостаточный, поэтому... Да, вот уровня дешифровки не хватает, а так бы эту хрень можно было бы дешифровать. Рекс, отойди, мне нужно понять, что это вообще. See how it is? You write letters and everyone ignores you. Force is the only thing people appreciate. So how about if I kill Chairman Burns and finish this charade? Please, I was trying to help you people. Let's not do anything we're all going to regret. Why not? What have we got to lose? Since the chairman here decided that we didn't get reparations, we've got nothing left to live for. But I've changed my mind. Seeing you all, it's clear that you all deserve... You had your chance. Some L2s are nearly crippled from side effects of the implants, but you voted against reparations. У меня вообще очков парагона не хватает, чтобы их убедить по-хорошему. I'm giving you a choice. Put down your weapons and surrender. As if we trust the Alliance after what it did to us. Get them! Go, go, go! Destroy you! Ух, ничего себе. Дробовик новый. И на Крогана тяжелая броня. Прям на Рекса. Круто, чё? I will destroy Go, you! go, go! Go, go, go! I will destroy you! Hold the line! I've lost shields! Не, я, типа, я тут вообще ничего не сделаю. Они, типа, их станет, я ничего не могу им сделать совершенно. С ними, я думаю, можно договориться, если очков парагона достаточно, можно верхний вариант диалога выбрать. Я думаю, просто нужно сюда позже прийти, когда у меня этот будет, как его.
Короче, когда у меня будет достаточно очков парагона, соответственно, вот этих вот, я думаю, можно будет выбрать верхний вариант диалога и просто, ну, разойтись без боя, без всего. Это, по крайней мере, это логичнее всего звучит. Не, ну ему дробовики надо вообще качать. По-хорошему. Ну да, надо дробовики качать. Коленки надо и этот качать, что? Как открыть стазис? Барьер надо качать. Ну фиг знает. Нет гранатометов, есть гранаты, но гранаты типа у меня нет гранат. Вообще ни одной штуки. Я думаю, их можно было бы попробовать гранатами закидать, но у меня их нету. Ну да, примерно как-то так. Короче, по сюжету надо идти, нас тут ебут, блядь. Надо идти по сюжету. Все понятно. Вопросов больше не имею. Здесь можно минерал найти. Следует получить за него деньги. Деньги сейчас вообще типа далеко не самое главное. Температура минус 202 градуса по Цельсию. Японома. Нормально там. Ребята, там нормально вообще по кайфу. Так, сюда можно приземлиться, смотри-ка. Так, ну кого? Гаруса стали качать надо.
Так. Аномалия, аномалия. Угу. Пошли сюда, что? Страхолюдина. Как здесь вообще? О, еще одна турянская инсигния. Шикарно. Вторая из 3, по-моему. Так, им пока нечего вкачать. Ну, надо талии электронику качать, чё. Так, давайте сюда попробуем. Хотя тут вроде уже все исследовано, но на всякий случай можно. Само по пути. Конечно, кататься на этой машинке это офигенно, просто она управляется как делище. Вот такие покатушки самое то включить. Посреди огней, мчится тихий огонек моей души. Nobody's been here for a while. Так, что у вас тут есть? Ребятишки, что такое? Так, вторая Банши, второй Авенджер. Второй Авенджер точно не... Хотя... Не, пригодится, давай. Притом, типа, Гарус, помимо снайперских винтовок, любит штурмовые винтовки. Тут Авенджер получше будет. Потому что, хотя у этой точность и точности урон лучше. Банши, конечно, классика.
Я не знаю, что лучше, 160 урона или лишний плюс к выстрелам до перегрева. Да пусть будет Авенджер, типа, вполне себе. Так, снайперка. У него снайперка первый Авенджер, у нас здесь второй Рипер. Ну, вообще, конечно, Хаммер получше будет. А у меня есть надеть это? Не, нету ничего. И тогда Хаммер. С армор-пирсингом почему бы и нет. Так, брони у меня нет. В смысле на Марсе есть алмазные, что ты имеешь в виду? О боже. Я не знаю, может и есть. Кто его знает? Я ж не гражданин Марса, откуда я могу знать, что там? Блядь. Нормально. Я думаю, что нужно Феникс надеть. Боже, боже, этот армор ужасно выглядит. Но у него статы, конечно, получше. Но не, я не буду в этом говне ходить, вы чё? Не-не-не, я отказываюсь. Вы чё? Народ, кто-нибудь знает, как здесь на хоткее ставить скиллы? Вот я тоже вообще хз. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. We should check out the excavation site. Could be some answers there. According to these data logs, the survey team unearthed some kind of alien technology. We should check out the excavation site. Could be some answers there. Так, раскопки надо будет проверить, я понял. Медигель, шикарно. Эксплозив, это я люблю. Ля, какая ласточка. Капздец, колесо нормально, да? Так, надо посмотреть, вот эта граната, по-моему, лучше, чем у меня. Да.
определенно лучше. Гарусу тоже, наверное, на гранату получше дают. А, у него нету штуки для гранат, я понял. И у Таля тоже нету, так что это чисто мое добро. Так. Поехали, что там, расставки дальше поменяем. Just lead the way. Ready whenever you are. Так, что это у нас? Кого? Что-то мне не нравится. Что-то мне не нравится здесь. Прям конкретно не нравится. О боже, тут эти хаски. Как же быстро оружие перебирает. I've lost shield. Так, ну вроде все. Think we got him, Commander. Ну их там было, конечно, слишком дохера. Вообще капец. Так, ну раз уж они тут были, здесь определенно есть что-нибудь важное, наверное. Определенно есть что-нибудь важное тут. А вот еще были взрыв-пакеты. Ну, блин, я не увидел. Слепой получается. Капец, конечно. Таля, ты как? Понимаю. Жестик тут, конечно, дохерища. А, если пробел задержать, то тут такая вот штука. Теперь я нашел, как это делать.
брат, это не Феррос, это другая планета. Это вообще какая-то жопошная планета, мне здесь не нравится. У нас декрипшена не хватает. Не могу даже расшифровать. Да-да-да, это не Феррос. Это что-то другое. Конечно, 3 полоски щитов, но ХП у нее буквально на пару выстрелов. Не круто. Так, тут вроде ничего. Получается, просто экспу полутали. Узнали, что ребят законвертили в этих. Не, ну это все берем. Насчет звуков стрельбы, брат, ну, тут же плазменное оружие, разумеется, у него не будет каких-то сочных звуков стрельбы, типа. Тут бесполезно этого ожидать. Опа, натурианца, броня. Шикарно. Хаммер вторая банша. Но вторая банша не нужна, ее можно раздербанить. А вот это вот все мы просто берем и моментально экипируем. У нас сейчас Гарус будет в шикарном арморе. Подожди, в смысле? А че он не может его носить? Не понял. Турианский же. Здесь все плазменное, учитывая, что там мини-термоядерные реакторы в каждой винтовке. Неудивительно, что оно звучит как нормальный такой драндулет. Было бы странно, если бы это было не так. Так, дробовик, скимитар. Скимитар второй надо Рексу. А я, наверное, вот с этим. Правда, мне не особо пригодится в целом, но пусть будет. Так, что надо Гарусу прокачать, чтобы он смог армор носить?
А, во, ему до медиум армора еще качать капец вообще. Жесть. Просто вот тот медиум армор на Гаруса надо обязательно надеть, потому что он очень крутой. Прям вообще. Очень классно. Так, а у Тали что по броне? Ну, у Тали классика. Она у нас не про броню. Да. Так, валим отсюда. Мы тут все сделали, вроде что можно было. Еще есть что-нибудь? Это мы уже вскрыли. Там, по-моему, на какой-то один техники не хватает. Сайдов столько будет, что мы в любом случае прокачаемся. Типа с этим никогда проблем не было. А, вот как оверкилл работает. Восстанавливать щит, я понял. Так, ну тут мы что можно посмотрели. Остается куда, получается, податься. Тут мы все посмотрели. Сюда, получается. Поехали. Я не знаю, пацаны, если я включу музыку из дальнобойщиков, меня это авторские права не добавят. Это не шлепнут по этому. Я бы такой, чтобы сейчас включил, конечно. Учиться тихий огонек моей души. Так. Ну я это все выключил, а тут полутать можно что-то, нет?
понимаю, что это штука, из-за которой спутники падают. Глушилка. Типа, получается, мы тут все посмотрели, я так понимаю. Можно, конечно, сюда попробовать. Но, скорее всего, там техники не хватит. Кататься на этой машинке по 3 часа, это отвратительно. Это вот только под музло и дальнобойщик, который можно терпеть. Ну и вот. Вот это. Ребята раскидали. Опять электроники не хватает. Эх, ему слишком тупой. You lead, I'll follow. Блин, Тали, надо умнеть побыстрее. Это что-то проблема у нас, конечно. Не можем штуки расшифровывать. Это печально. Что у нас там еще по квестам? Пацанский артефакт. Минералы. Но это на данный момент не вариант. Так, Century System, Hawking это кластер. Посмотрим. Message coming in, Commander. Big surprise, the Alliance needs you again. Shepard, this is Admiral Hackett with Alliance Command. We've got a mission for you. An Alliance officer named Major Kyle has set up a small compound in the Hawking Eta cluster. He's attracted a number of followers, mostly biotics. He's become an outspoken critic of the Alliance, and we believe he's mentally unstable. This could be trouble, Shepard. What kind of proof do you have that the Major is dangerous? 3 days ago, we sent 2 Alliance representatives to meet with him at his compound. They've disappeared. We believe Kyle and his followers killed them. That compound is a cult, Shepard. They call him Father Kyle now. He set himself up as some kind of religious leader. I might be able to end this without violence. You serve with him. He might listen to you. But he's already killed 2 Alliance representatives.
I trust you to use your judgment. Hack it out. Так. Так, ну сюда можно приземлиться. Так, ну попробуем. Они там почти все биотики, так что нам тоже нужны биотики, получается. Я надеюсь, хоть тут получится. Кислых я лично не люблю, поэтому попробуем, конечно, как-то все это решить, но если что, просто все беспорядки. Военные преступления обожаю. Heading out. Да блин. Так, еще одна турианская инсигния. Шикарно, 360 денег. Вообще по кайфу. Так. Ну, тут дробовики однозначно. Ему даже не знаю, наверное, стазис и... бросок, наверное. Хотя нет. Стазис оба. Так, Шепард. Ну тут, наверное, классика. Тут снайперки и, наверное, солдаты надо замаксить. Да. Меня все устраивает. Так, ну тут все, куда дальше? Сюда, наверное, попробуем.
На ВТшке прям больно ездить было. Глазам больно, всему больно. Cover me. 5 электроники не хватает, ясно. Ну погнали к этим квитристам. Что еще? Так. Что тут можно интересно разузнать? This is a private sanctuary. Outsiders are not welcome here. I need to talk to the man in charge. It's important. Father Kyle wants nothing more to do with the Alliance. I want this to end peacefully. If he doesn't see me, people could get hurt. We won't let you take Father Kyle away. He protects us. We need him. The Alliance wants someone to pay for those murders. Let me speak to Major Kyle, and maybe I can find some way to help you all get out of this alive. Wait. Father Kyle will speak with you. Head to the building at the far end of the compound. He'll meet you there. Ну погнали, чё. Давай, карасик, покеда. Recall Damper 3.
Так, тогда нужно Recoil Damper 3 бахнуть сюда. Это у нас что? Это Chemical Rounds. Так. Угу. Так, ну можно вот второй скимитар сразу дать. Вообще шикарно. Так, нам не сюда, я так понимаю. I am Major Kyle. I know why you've come. We have no quarrel with you. Why can't you just leave us alone? What happened to those other Alliance officers? The ones who came before me? They wanted to take me away from here. They wanted me to abandon this place, turn my back on my family. They spoke blasphemy. I did what I could to make their end quick and painless. I had no other choice. It was necessary to protect my children. Only I can keep them safe. The Alliance sent me to bring you in, Major. Can't you see this has gotten out of hand? Don't you understand you're endangering your followers? I respect that you have come under a banner of peace, but I cannot do as you ask. If you take away their father, my children will be helpless. You're not leaving me much choice, Major. I speak, but you do not hear. You are like the others. A blasphemer who must die. Enemy sighted. I will destroy you. You must die. I'm on cover. I will destroy you. I will destroy you. I will destroy you. Go, go, go. Shield system. Go, go, go. Ну, отстрелялись каким-то макаром. Там же еще сейчас будут ребята по-любому. Так, это что у нас? I will destroy you. Так, ну Рекс быстро работает, оперативненько. Угу. I will destroy you. Да, Рекс их прям укладывает нормально. Так, Кайдна подлечить надо. Go, go, go. You must die. Ребята, помощь. Perimeter clear.
Ну все получается. Задание выполнено, получается. Я пытался с ним договориться. Прям максимально. Ну тут да, смысла нет никакого. Единственное, у него к броне могут быть какие-то моды. Но в этом смысле нет для него, по крайней мере. А вот для Рекса вполне. Тройка банши. Ну тут все нормально, типа. Вот ему бы что-нибудь новенькое. В принципе, да, вторая банши получше будет. Ну и первый рекойл демпер можно. Вполне. Так, прокачать я всех прокачал. 9 июня, 9 июня, 9 июня. Хрен пойми что. Я не понял. Ты где сейчас вообще? Вы серьезно? У меня ничего не сохранилось? Ни одного автосейва вообще не сделал. Много идиотизма, блядь. Да, это жесть. Получается, сюда может быть.
женское насилие, спасибо. Не знаю, мне тут, блин, как в Скайриме придется автосейвиться каждый раз. А это что такое? Ясно. Окей. Я сейчас заколебусь так каждый раз, блин. Сохраняться. Ну, а что поделать? Нормальные красивые навыки. Здесь заново придется культистов включить. En route. This is a private sanctuary. Outsiders are not welcome here. I need to talk to the man in charge. It's important. Father Kyle wants nothing more to do with the Alliance. I want this to end peacefully. If he doesn't see me, people could get hurt. We won't let you take Father Kyle away. He protects us. We need him. The Alliance wants someone to pay for those murders. Let me speak to Major Kyle, and maybe I can find some way to help you all get out of this alive. Wait. Father Kyle will speak with you. Head to the building at the far end of the compound. He'll meet you there. Да, дела. Опять все заново делать придется. Жесть. Так, что я могу надеть на кого? А, то есть мой третий recoil дампер в жопу улетел, потому что у меня не сохранилось, и мне другой лут выпал. Ага. Ага.
ясно. Замечательно. Вообще кайф. Лучше быть не может просто. Угу. Так, а как эту хрень снять? Подожди. Так, попробуем вот так. I am Major Kyle. I know why you've come. We have no quarrel with you. Why can't you just leave us alone? What happened to those other Alliance officers? The ones who came before me? They wanted to take me away from here. They wanted me to abandon this place, turn my back on my family. They spoke blasphemy. I did what I could to make their end quick and painless. I had no other choice. It was necessary to protect my children. Only I can keep them safe. The Alliance sent me to bring you in, Major. Can't you see this has gotten out of hand? Don't you understand you're endangering your followers? I respect that you have come under a banner of peace, but I cannot do as you ask. If you take away their father, my children will be helpless. Как сказать, до скорого, чё? Всем спасибо, кто сегодня приходил. Ну и чё, покеда?